Привет! Сегодня 10 декабря и поговорим о самом ключевом финансовом событии на сегодняшний день, а именно заседание ФОМС и решение по процентной ставке ФРС. Итак, сегодня вечером состоится заседание ФРС, на котором примут решение по ставке. На данный момент рынок оценивает как понижение ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 86%. И, в принципе, ожидается, что ставка будет понижена. Однако аналитики и инвесторы говорят о том, что это будет последнее понижение процентной ставки в текущем цикле. Напомню, что это третье подряд понижение процентной ставки, и в ближайшее время, в принципе, понижение не ожидается. Почему? Первое. Финансовые данные Америки, в принципе, в целом стабильные. Экономика стабильная, никаких уязвимостей не видно, рост в районе 2% ВВП. Индустриальный комплекс продолжает чувствовать себя стабильно. В чем проблема? Инфляционные данные. Инфляция в Америке хоть и немного удалось ее потушить, но тем не менее глава ФРС Пауэлл не уверен о том, что текущая тенденция сохранится, и, в принципе, риски инфляции остаются. Тем более была понижена процентная ставка, нужно всегда опираться на экономические данные. Поэтому ожидается, что в текущем заявлении будет много уделено внимания о том, что нужно смотреть на экономические данные, которые придут в ближайшие месяца. Также стоит отметить, что в текущих экономических данных не освещено последствия того, что бюджет США был принят с месячным опозданием. Третий момент, который стоит обратить внимание, и о чем прямо или не прямо намекнет и скажет Пауэлл, это последняя тенденция на рынке ценных бумаг Японии. И поскольку там произошел огромный рост в процентных ставках и требования инвесторов о повышении процентной ставки, то и западному миру, западной финансовой системе тоже нужно на это реагировать. Австралийский центральный банк уже поднял процентную ставку, и если Япония действительно решится на продолжение такой политики, что в принципе маловероятно, потому что экономическое состояние Японии не на самом лучшем уровне, чтобы продолжать повышение процентной ставки, то и Федеральной резервной системе придется реагировать и повышать процентную ставку. Именно поэтому настроения на рынках противоречивые. С одной стороны, как бы с экономикой все хорошо, вроде бы понижаем процентную еще при этом ставку, но будущее под сомнением. Неопределенности в геополитике, неопределенности в курсе Центрального банка Японии, также внутренние риски и внутренние экономические данные тоже под вопросом. Поэтому ожидаем, что ближайшие 2-3 месяца сегодня мы понизим процентную ставку, а в ближайшие 2-3 месяца, в принципе, просто Пауэлл будет наблюдать за экономическими данными. И до марта должна быть тишина. Также хотелось бы отметить последние статьи о том, что в Китае существуют сейчас дефляционные риски. Это связано с тем, что хоть и продуктовый набор обычного человека за год вырос на 1%, но тем не менее наблюдается дефляция в индустриальном комплексе. Спрос на товары, которые производит Китай, на внутреннем рынке стремительно падает. Поэтому за последний год уровень цен в среднем на внутренне произведенные товары упал на 2%. Китай производит намного больше, чем сейчас нужно миру, а также внутреннему рынку. И в связи с этим, собственно, и происходят разные негативные процессы в китайском обществе, китайской экономике и также на рынке китайской недвижимости. Об этом поговорим в другом выпуске, а сегодня ожидаем решения ФРС и что же нам поведает Джером Пауэлл. Всем спасибо, до новых встреч!